Приветствую вас, дорогие друзья! Я доктор Евдокименко, автор 12 книг о здоровье. И, кстати говоря, одна из книг называется «Боль в плечах. Исцеляющие упражнения». Сегодня мы будем учиться делать упражнения для лечения плечевых суставов. Эти упражнения нужно делать, если вы болеете плечо-лопаточным периартритом, то есть у вас плохо поднимается рука или не заводится рука за спину. И эти же упражнения можно делать при лечении артроза плечевых суставов. Упражнения, с одной стороны, простые, но с другой стороны, при выполнении их нужно быть очень внимательными. Почему? Если вы слишком перетянете руку, когда будете делать упражнение, слишком сделать упражнение резко, то, скорее всего, вы дополнительно плечо травмируете. Поэтому будьте внимательны, слушайте внимательно то, что я буду рассказывать, и повторяйте. Итак, первое упражнение. При плечо-лопаточном периартрите, как правило, возникает напряжение мышц шеи с больной стороны. Мы, кстати, будем делать сегодня упражнение на правую руку. Соответственно, если у вас болит левая рука, делайте все зеркально. Итак, правая рука. Значит, есть напряжение вот в шее. Правая рука у вас не поднимается, поэтому мы левой рукой потихонечку начинаем отклонять голову в противоположную сторону от больной руки. Отклонили голову, у вас появилось натяжение мышц. И теперь слегка напрягаем шею, то есть как будто вы пытаетесь голову толкнуть обратно. И держим вот это напряжение примерно 5-7 секунд. Потом расслабили и чуть-чуть, очень медленно и аккуратно ведем голову еще немножко ниже. Опять напрягаем мышцы шеи с больной стороны. Удерживаем напряжение 5-7 секунд. Потом расслабились и ведем голову еще чуть дальше вниз. Повторяем это 3-4 раза, максимум 5 раз. То есть напряглись, удержали напряжение 5-7 секунд. Потом расслабились и немножко вытягиваем шею. Тоже 5-7 секунд вытягиваем. Это было первое упражнение. Дальше переходим непосредственно к работе с самим больным плечом. Кладем ладонь больной руки на противоположное плечо. Здоровой рукой подхватываем больную руку под локоть. И начинаем вести больную руку вверх, как бы скользим вот ладонью по здоровому плечу. Ведем эту руку вверх, насколько можно сделать это без особой боли. Легкая болезненность и напряжение допускается, резкая боль не допускается, поэтому будьте очень внимательны. Итак, ведем здоровой рукой, тянем больную руку вверх. Теперь дальше рука у вас больная не идет, и в этот момент мы напрягаем больную руку, как будто пытаемся локоть опустить вниз. Вот такое движение, но здоровой рукой мы больную руку не пускаем. И держим вот такое напряжение, опять 5-7 секунд. Держим. Потом расслабляем больную руку и немножечко тянем ее вверх. Примерно 5-7 секунд мы ее так вверх подтаскиваем, после чего опять напрягаем больную руку. Еще раз повторяю, что здоровой рукой вы держите больную руку, не даете ей сдвинуться. Удержали напряжение 5-7 секунд, максимум 10, и немножечко еще раз тянем руку вверх. Она каждый раз у вас будет идти чуть-чуть дальше. Опять напрягаем больную руку, продержали 5-7 секунд. Расслабили ее и подтягиваем капельку выше. Повторяем 3-4 раза вот этот цикл напряжения и расслабления. Следующее упражнение, если у вас сильно болит плечо, вам, возможно, будет делать довольно трудно, но давайте попробуем, как получится. Нужно больную руку завести за спину. Она, как правило, у больных с плечо-лопаточным периартритом далеко за спину не заводится, ну хоть немножечко. И здоровой рукой начинаем эту руку тянуть вот ту сторону, в противоположную. То есть мы ее вот так вот тянем, сколько сможете вытянуть в ту сторону, в противоположную. Теперь опять то же самое, напряжение, расслабление. Напрягаем больную руку, как будто вы пытаетесь выдернуть ее обратно, а здоровой рукой ее не пускаем. И держим это напряжение, сопротивление 5-7 секунд. Держим, потом расслабились и немножечко еще дальше продвигаем руку. Ровно настолько, насколько сможете сделать это без острой боли. Еще раз напрягаем руку больную и потом здоровой рукой протягиваем ее еще немножко в ту сторону. Повторяем вот этот цикл напряжения и расслабления от 3 до 5 раз. Это упражнение будет, возможно, болезненное. Если вам очень больно, можете его пропустить. Для следующего упражнения вам понадобится какая-то тяжелая книжка большая, но можете воспользоваться вот большой книгой доктора Евдокименко. Ставим больную руку на стол. Берем
большую книжку в руку и с помощью этой большой книги даем больной руке проворачиваться туда, вниз. Вот рука дальше не идет. Теперь мы больную руку напрягаем и пытаемся как бы вот поднять эту книжку в обратную сторону. Но здоровой рукой мы больную руку не пускаем. Снова держим напряжение 7-10 секунд, после чего расслабляем больную руку и даем ей валиться вниз. И еще помогаем чуть-чуть здоровой рукой ей проворачиваться в том направлении. 5, 7, 10 секунд. Опять напрягаем больную руку с книжкой доктора Евдокименко. Держим вот это напряжение 5, 7 или 10 секунд. Потом опять расслабляем руку, и она слегка прокручивается дальше. То есть нам нужно прокрутить больной плечевой сустав в том направлении. И помогаем здоровой рукой. Но не допускаем резкой болезненности. Повторяем упражнение еще раз. Слегка напрягаем больную руку. Здоровой рукой удерживаем ее. Держим напряжение 7-10 секунд. Потом расслабили руку, даем ей упасть. Вот такое упражнение. Следующее упражнение нужно делать очень аккуратно. Упражнение очень серьезное, поэтому слушайте меня внимательно. Кладем больную руку на стол. И кисть, и локоть лежат на столе. Здоровую руку кладем на больное плечо. Здоровой рукой начинаем плечевой сустав раскачивать слегка вверх-вниз. Вот такие легкие покачивающие движения. Это нужно для того, чтобы улучшилась циркуляция суставной жидкости в больном суставе. Ну, примерно секунд 30 мы вот так руку раскачиваем. Теперь начинаем работать больной рукой, то есть поднимаем локоть вверх. А здоровой, как всегда, не даем больной руке подняться. Так, вот такое вот напряжение удерживаем 7 секунд или 10. Потом расслабили и давим здоровой рукой вниз, опять же 7-10 секунд. Повторяем. Напрягаем плечо. Здоровая рука у нас удерживает это напряжение, не дает больной руке подняться. Потом расслабили и 7-10 секунд аккуратно давим вниз. И при этом, вот смотрите, я делаю вот такие легкие покачивающие движения. То есть как бы слегка ее раскачиваю, больную руку. Еще раз больное плечо вверх. Держим напряжение до 10 секунд. Расслабили больную руку и начинаем ее слегка раскачивать. Хорошо. Следующее упражнение очень похоже на старые такие вот советские упражнения для плечевых суставов. Все их, наверное, знают, кто-то их помнит из детства. Ставим руки на талию и начинаем, особенно больное плечо, но можно и здоровым тоже, начинаем тянуть плечи вперед максимально, насколько вы сможете. Напрягли их, подержали в напряжении, расслабились. Опять напрягли, держим напряжение вперед, но работаем не столько грудью, грудь-то как раз остается на месте, работаем именно плечами. То есть плечи вперед, удержали напряжение 7-10 секунд, расслабили. Еще раз. Плечи вытягиваем вперед, расслабили. Делаем это упражнение 5-6 раз. Потом то же самое сводим плечи назад. То есть вот такое вот движение плечами. Держим напряжение 7 секунд, 10 секунд максимум, расслабили. Опять держим напряжение, плечи назад, 7-10 секунд, расслабили, слегка передохнули, расслабили плечи. И еще раз повторяем. 7-10 секунд, расслабили, в сумме 4-5 раз. Следующее упражнение отчасти дублирует предыдущее, но делаем его по-другому. Развели руки в стороны, ладошки вот так поставили. И начинаем максимально выкручивать плечевые суставы, подавая грудь вперед. То есть выкручиваем руки, чтобы у вас разворачивались плечевые суставы наружу. Держим напряжение 7-10 секунд, потом расслабились, немножко отдохнули. Тогда можно ручки потрясти. Опять напряжение 7-10 секунд. Поддержали это напряжение и расслабились. Еще раз. Выкручиваем руки максимально, насколько вам удастся это сделать, но без острой боли. То есть еще раз напряжение, да, легкая болезненность, да, но никакой острой боли. Расслабились. Повторяем это упражнение 4-5, здесь можно даже 6 раз. Завершающее упражнение, дорогие друзья, делаем стоя. Ну, лучше встать коленом на стул, использовать спинку стула
И расслабили больную руку и начинаем вот делать такие легкие покачивающие движения, то есть как бы даем ей провисать и расслабляться. То есть надо руку максимально расслабить, насколько только сможете. Можно делать легкие покачивающие движения вперед-назад. Вот такие, видите, как я делаю кистью, то есть слегка ее расслабляю. То есть задача дать руке полностью расслабиться после всех тех напряжений, которые были перед этим. То есть вот такие легкие покачивания можно делать. Даем руке провиснуть и делаем это примерно 2-3 минуты. Вот, собственно, и все. Дорогие друзья, мы с вами только что изучили упражнения для лечения плечевых суставов. Эти упражнения нужно делать при плечо-лопаточном периартрите или при артрозе плеча. Если что-то было непонятно, вы можете эти упражнения изучить еще по книжке. Вот есть такая книга «Боль в плечах», она стоит копейки, 50 рублей в магазине. Занимайтесь, делайте наши упражнения, примерно за месяц или два у вас значительно улучшится подвижность руки. Я желаю вам здоровья. С вами был доктор Евдокименко. Подписывайтесь на мой канал.